Всем привет! С вами Константин и Лариса. Всем привет! И это третья часть нашего путешествия по Халкидикам. И сегодня мы продолжаем исследовать полуостров Кассандра и отправимся в два похожих друг на друга поселка Полихрону и Ханьоти. Поехали! Оба поселка находятся примерно в 100 километров от Салоника. Первым мы решили посетить Полихрону. Мы специально остановились на полпути, чтобы вам показать, что наш маршрут не менее красив, чем поселки, о которых мы рассказываем. Мы сейчас находимся на канале Внея-Патидея. Его еще называют воротами в Кассандру. Именно здесь мы попадаем на полуостров Кассандра через узкий перешеек. Посмотрите, насколько он живописен. Хочу сказать, что это очень уникальное место, потому что здесь вид открывается на заливы с двух сторон. И, конечно же, это место отдыха для настоящих романтиков, потому что здесь можно как встречать рассветы, так и провожать закаты непосредственно над морем. Друзья, мы наконец-то прибыли в поселок Полихрону. Дорога от Салоника у нас заняла примерно час 20. Еле-еле нашли место для парковки. Поселок просто забит. Пик сезона. Пойдемте прогуляемся. Полихрона, по сути, две главные улицы. Одна, которая идет от въезда и спускается к набережной, и вторая – это сама набережная. Пойдемте прогуляемся немножко. Полихрона нас встречает миниатюрной башней, на которой написано «Хорошего отдыха», что и отражает суть этого поселка. Друзья, напротив виден второй палец Халкидиков. Сегодня ясная погода. И даже вот через второй палец, вдалеке, не знаю, видно на камере, нет, но даже виден Афон, третий палец. Этот поселок сильно отличается от того, что мы показывали ранее. Кстати, кто не смотрел наши предыдущие части путешествий по Халкидикам, ссылку мы оставим здесь. Тут нет никаких изнурительных спусков и подъемов. Нет изысканных улиц, украшенных в стиле картинной галереи. Здесь все сделано по принципу ничего личного, только бизнес. Дикая конкуренция. Здесь тысячи лежаков. Не меньше сотни заведений на самой набережной. И как следствие, вам не нужно ничего платить за зонтики и лежаки. Просто закажите какой-то напиток. Пока мы шли по набережной, насчитали не менее 15 пиццерий и, наверное, столько же музыкальных баров. Здесь ни в чем нет недостатка. Кстати, здесь порядка 3 или 4 супермаркетов сетевых. А сколько не сетевых, я даже не сосчитаю. Мороженое из фильма «У холмов есть глаза 3». Друзья, такое мороженое в темноте увидишь, бежать начнешь. Какое страшное мороженое. Здесь огромная набережная, примыкающая прямо к поселку. Вам не нужно никуда ходить. Из минусов этой набережной я могу только сказать, что здесь в сезон очень много народу, действительно не протолкнуться. И здесь практически нет нигде душа прямо на пляже. Немножко некомфортно. Здесь очень чистое море. Прозрачная водичка, просто сейчас поднялись волны. Я не думаю, что будет это так сильно видно, но море действительно достойное. Из минусов этого пляжа здесь нет плавного захода в море. И при заходе есть небольшая насыпь из такой гальки. И неудобно ни входить, ни выходить.
Но потом, там, после 2-3 метра чуть дальше, там уже песочек, дно прям ровненькое, класс. Какое счастье! Мы все-таки нашли бич-бар, который предоставляет своим клиентам не только бесплатные лежаки, но еще и душ. Посмотрите, здесь как раз написано, да, еще можно воспользоваться Wi-Fi. Не знаю, как для вас, но для меня это очень важно, потому что после соленой воды очень хочется ополоснуться и треснуть. В общем, друзья, Полихрон — это классический туристический поселок. Апартаменты, гостиницы, пляж и магазины. Пойдемте. В своей тени нас приютила церквушка Святого Николая. Друзья, пока мы отдыхаем, хотим всех поблагодарить, кто смотрит нас, комментирует, ставит лайки. Мы вам всем очень благодарны. И просим тех, кто не подписан на наш канал, подпишитесь. Для вас это всего одна кнопка, а для нас это существенный показатель нашей работы. Заранее всем спасибо. Название поселка Полихрона переводится как многолетний или очень старый, поэтому здесь все-таки можно найти очень старинные постройки, например, как эта церковь Рождества Христова 1863 года. Можете прогуляться и посмотреть, довольно неплохо сохранилось. Там пусто. По идее, это задумка. Обменная библиотека, наверное, как-то так. И там написано: сдай книгу, получи книгу. Но мы сначала подумали, что это биотуалет. Но здесь, видите, пусто. Кто-то не сдал книгу и взял книгу. Даже паутиной все заросло. Не читают книги в этом поселке. А может, наоборот, они очень читают книги, у них дома склады этих книг, поэтому никто и не пользуется библиотекой. Купаться мы здесь не будем, поэтому мы сейчас идем к машине и поедем. Для нас это как брат Полихрона, другой поселочек, который, в принципе, очень похож. Это находится в 5 километрах от этого поселка. Но из-за того, что по краям поселков есть частные домики, виллочки, если ехать не по главной дороге, а по второстепенной, то ты даже не понимаешь, где заканчивается один поселок и начинается другой. Поэтому можно даже не понять, в каком из поселков ты находишься. Там есть несколько различий. Оставайтесь с нами, мы вам его и покажем. Пошли к машине. Ну что, мы добрались до Ханьёти. По сути, он такой же, как Полихрона. Огромное количество гостиниц, апартаментов. Классический туристический поселок. Ну, есть существенные различия. Если в Полихрона все заведения расположены в основном вдоль набережной, рестораны, бары, то здесь в основном жизнь кипит в центре. А набережная отличается тем, что здесь есть прекрасный парк, и можно отдыхать не только на песке, но и на зеленой травке, кому как больше нравится. Друзья, вот набережная Ханьёти. Как видите, вдоль набережной нет никаких заведений. Есть небольшие бары и ресторанчики. Вот чуть выше за парком с видом на море. Там вообще классно посидеть, что-нибудь выпить, покушать. Ну и пляж для отдыха. Пока Костя снимает поселок на дрон, немножко прохлаждаюсь под деревом, в синей огромным великаном. Посмотрите, какое огромное дерево. Просто нереально. Я вообще как в сказочном лесу. Друзья, уже немножко подустали, жарко. Сейчас мы пойдем найдем
какое-нибудь кафе и выпьем что-нибудь прохладительное. Какое уютное местечко ты нашел. А я выбрала более удачное место. Посмотрите, каким видом я могу наслаждаться. Да, на мной видом меня. Да. Друзья, мы зашли немножко отдохнуть в кафе. Я взял смузи, холодненькие, взбитые фрукты. Вот эта небольшая набережная Ханьёти поражает. Разнообразие цветов. Вот мы сейчас сидим в кафе с белыми столиками. Дальше идет зеленая лужаечка. И дальше уже голубой цвет воды. Это смак просто созерцать. Рекомендую Ханьёти. Класс. Жалко, что мы не можем весь день снимать одно кафе и нахождение в нем. Так бы мы здесь и остались бы. Ставим лайки, друзья, не забываем. Мы немного отдохнули в кафе, выпили прохладный смузи. Теперь готовы к прогулке по поселочку и все вам покажем, что здесь есть. Пойдемте прогуляемся. Друзья, не знаю, видно или нет на камеру, на этой церкви позолоченные кресты, что в принципе не свойственно для греческих церквей. Просто какой-то местный Майами. Все такое зелененькое, так приятно. Вообще какие-то впечатления от Ханьёти очень самые положительные. Здесь прям хочется проводить время. Друзья, в общем, я вам посоветую, если вы отдыхаете в одном из этих поселков, и у вас есть возможность, берите в аренду машину или квадроцикл и катайтесь по всему побережью. Я тебя держу, чтобы ты под машину не попал. Ой, спасибо, такой заботливый. У меня нет второго оператора. Не, чтобы сказать, у меня нет жены второй. Главный оператор. Смотрите, какая свинка Пеппа. Свинка Пеппа. Друзья, в какой-то момент мне показалось, что мы в Сочи или в Анапе. В Ханьёти просто какие-то нереальные сосновые деревья. Вот в центре тоже небольшой парк. Ребята, мы дошли до центральной площади Ханьёти. От моря она примерно находится в 300 метрах. Представляет из себя такой круг. Здесь можно ездить на машине, но вечером закрывается он становится пешеходным. И, соответственно, вся жизнь поселка, вечерняя, кипит здесь. Этот круг, и отходят от круга, как солнышко, улочки, где тоже присутствуют разные заведения. Друзья, недалеко от центральной площади мы нашли заведение, где продают замороженный йогурт, как мороженое. Сейчас мы пойдем попробуем, потому что я еще не пробовал. Давай, пробуй. Я первая? Да, может он испорчен. Ты потом подождешь, да, 30 минут? Часик выжду, потом я попробую. Очень вкусно. И не так калорийно, как обычное мороженое. Мороженое гуляет по улицам Ханьёти. Сегодня оно ваших экскурсовод. Давай я его съем, пока оно не отморозило. Нет. Давай. Отдай. Оно пришло по адресу. Оно пришло по адресу. Друзья, моя супруга не удержалась и взяла еще одно мороженое. Да, и теперь мой супруг его ест. Все, больше ничего нет. Друзья, в общем-то мы доели мороженое. Классное мороженое. В общем, мы идем дальше гулять. Если что-то вдруг прям интересное будет, мы вам это покажем.
Смотрите, вся гостиница уплетена. То ли это дикий виноград, то ли это плющ. Не знаю, мы тут выдвинули предположение, что, возможно, чтобы не заморачиваться с перекрашиванием, обновлением стен, и легче вот вырастить вот такие живые обои. Как по мне, так на взгляд это очень красиво, но поскольку у нас в Греции жаркий климат, в такой растительности собирается очень много там мошкары, жучков, паучков. В общем, это не очень комфортно жить в такой растительности. Может, кому-то и нравится. Сейчас позвонили наши знакомые. У них есть здесь дом в Ханьёте. И они, когда узнали, что мы тоже тут, нас пригласили на кофе. Мы сейчас едем туда и заодно покажем вам этот дом. Пойдемте. Ой, как приятно. Нас встречают фруктами. Друзья, это спасительная влага в нашей жаре. Пойдем. Вот обычная небольшая кухонька, совмещенная с залом. Так, друзья, второй этаж. Здесь раз, два, три спальни. Вообще, ребята, супер. Мы тоже хотим такой дом, но пока еще не доросли. Вот море, почти первая линия, да. На каждом этаже ванна, туалет. Вторая спальня, чуть поменьше, но не менее уютная. Третья спальня, мини. Друзья, дом, значит, супер. Чтобы было понимание по ценам, сейчас пик сезона. Аренда такого дома стоит в районе, грубо 300 евро в сутки. Этот дом, по-хорошему, вот свободно вмещает 2 семьи. Поэтому вот такие условия. Мы сейчас немножко освежимся, перекусим и продолжим наше путешествие. В Ханьёте очень большая протяженность береговой линии. Поскольку мы были в гостях у друзей на окраине поселка, то решили далеко отсюда не отъезжать, а найти где-нибудь подходящее местечко с хорошим пляжем, бич-баром. Думаю, не будем вас утомлять нашим купанием, но обязательно покажем, какой пляж, состав песка, водичку и, в общем-то, всю инфраструктуру. Пойдемте купаться. В общем, мы отдыхаем, друзья. Мне так хорошо, что я даже ничего говорить не хочу, даже двигаться не хочу. Ветерочек, свежо, море, кайф. Обычный бич-бар ничем не отличается от всех остальных. Есть все необходимое, лежаки, зонтики, душ, Wi-Fi, туалет, можно заказать напитки. Здесь всегда все так организовано, цивилизованно в Греции. На человека стоимость 5 евро, это не первая линия. На первой линии, конечно, уже 10 евро с человека. Вода вообще кайфовая, очень теплая. И пляж здесь приличный такой, нам понравилось, песчано-галечный. Правда, нет здесь плавного спуска в воду, сразу глубоко и дно усыпано галькой. Но все очень чистенько, как обычно, и очень комфортно. Вода безупречная. Сейчас мы вернемся в Полихроно и что-нибудь там перекусим, потому что проголодались. Наш организм просит чего-нибудь вкусненького. Греки настолько неторопливые, что к нам даже не успели подойти. Мы и покупались, и отдохнули, и полежали, и в итоге ничего не заплатили. Друзья, как говорится, сэкономил, значит заработал. Пойдемте. Мы хотели поужинать в традиционной греческой таверне, но по дороге вспомнили, что в этом поселке Полихроно работает наш знакомый из Салоник. У него тоже есть свой канал на Ютубе, и поэтому мы решили посетить именно то заведение, где работает наш знакомый. Пойдемте.
Денис, привет. Вот наш парень из Салоник. Да, приезжайте, покушайте, попробуйте вкусного гируса, вкусненьких шашлычков. Не пожалеете. Ребята, мы оставим ссылку на канал Дениса в описании. Ну и мы идем кушать. Не будем отвлекать человека от работы. Денис, спасибо. Мы выбрали столик поближе к морю. Должно быть не только вкусно, но еще должен глаз радоваться. Посмотрите, какой вид за мной открывается. Хороший? Или мой оператор не настроил этот вид? Ребята, я заказал такой очень популярный в последнее время в Греции напиток. Рицина называется. Это молодое вино, сухое белое. Очень часто его пьют либо с кока-колой, мешают, либо с содой, с обычной. Но я как-то по привычке люблю его пить просто, ни с чем не смешивая. Оно подается в холодном виде. Очень приятный напиток. Ваше здоровье. Сегодня у меня есть личный водитель, поэтому я могу себе позволить бутылочку белого вина. А моя супруга с радостью отвезет меня домой. Ну что ты не очень рада этому? А? Не очень рада. Почему? Потому что я тоже устала и хочу личного водителя. В общем, в принципе, заведение нам нравится. Не знаю, как кухня. Сейчас принесут нам еду, мы попробуем. Мы заказали Merida Gyros. Это в переводе примерно порционный гирус. Это значит, что те же самые продукты, что и в классическом гирусе, но подается на тарелке. При этом он, конечно, дороже стоит, но здесь больше мяса, больше картошки, потому что не нужно никуда заворачивать, и это все выкладывается на тарелку. Друзья, кто не видел, как мы едим классический гирус, у нас есть ролик, ссылку мы оставим здесь. Посмотрите, очень информативно, вкусно, я думаю, вам понравится. Пита, посыпанная солью и ригани. Ригани — это орегано. Тоже классическое греческое исполнение, такая пита. И бургер с картофелем фри и с котлеткой из говядины. Бургер прям присобачили к доске. Сейчас мы попробуем. Не будем церемониться там с красотой, вот так я его раздербаню сейчас. Сразу пополам. Чтобы мы понимали, что там внутри. Вот так. Друзья, сразу я вижу, котлетка жесткая, хорошее мясо. Не какой-то там фарш вперемешку с тоннами хлеба. Сейчас попробую я сейчас еще. Котлетку не захватил. Очень сочная котлетка. В общем, пропорции хорошие. Все сочно, классно. Я доволен, ребята. Не зря мы сюда зашли, и не зря Денис нам гарантировал, что наша трапеза будет очень вкусной. Насколько я поняла, здесь гирос мериду подают с каким-то соусом из йогурта. Но мы попросили заменить на дзадзики, потому что куда я без дзадзики? Это мое любимое блюдо. Пробуем. Очень вкусно. Просто огромная порция. Не знаю, мне кажется, мы даже вдвоем это не осилим. Этот ресторанчик называется «Оливка на гриле». Кстати, здесь очень символичные салфеточки с оливкой и скатерть в том же стиле. Для меня очень важна обстановка красивая, поэтому такие мелочи я тоже все замечаю. Мясо очень вкусное, сочное, не пересушенное. И, кстати, не очень жирное. Очень вкусно. Отменный гирос. Теперь, поскольку у меня закончился бургер, я буду вынужден
помогать своей супруге. Есть гирос порционный. Поскольку у нас уже заканчивается еда, что она заканчивается? И что она заканчивается? Мы можем еще заказать. Чтобы она никогда не закончилась. Денис, супер, все. Спасибо большое, что Вам приехали. спасибо. Приезжайте еще. Рады, что посетили тебя, заведение. Самое главное, что вам понравилось. Приезжайте, Халкидики, ждем. Илья Стискара. Давай, удачи, Денис. Спасибо. Спасибо большое. И хотели бы подвести небольшой итог по этим двум поселкам. Если вы любите уединенный отдых в спокойной, тихой обстановке, то эти поселки точно не для вас. Но если вас не смущают шумные вечера и большое количество народа вокруг, то Полихрон и Ханьёти ждут вас. Приезжайте. Кому нравятся наши выпуски, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы вам всем будем очень благодарны. И до новых встреч. Пока-пока. Пока.